Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Miren cómo se mueven las 8 июня в центральной части Колумбии произошло мощное землетрясение, которое ощущалось на значительной части территории страны. Согласно данным Колумбийской геологической службы, землетрясение произошло в 8 часов 8 минут по местному времени в муниципалитете Паратибуэна, в департаменте Кундинамарка. Эпицентр находился примерно в 17 километрах к северо-востоку от Паратибуэна и в 73 километрах от города Вильявисенсия. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров, что классифицирует его как мелкофокусное, способное вызывать значительные разрушения. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как опустошительное. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США сообщают о магнитуде 6,3, в то время как Алтая, Саянский филиал Единой геофизической службы РАН и немецкий исследовательский центр геонаук оценивают магнитуду от 6,4 до 6,8. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Колумбии, включая крупные города, такие как Богота и Медельин. В столице проводились эвакуационные мероприятия. Жители отмечают, что это одно из самых мощных землетрясений за последние годы. После основного толчка были зарегистрированы афтершоки с магнитудой от 4 до 4,6, которые произошли в течение нескольких минут в той же области. В результате землетрясения пострадал один человек, он был госпитализирован с приступом паники. Некоторые здания в эпицентре толчков разрушены, однако, несмотря на интенсивность толчков, сообщается об отсутствии масштабных разрушений. В нескольких районах произошли кратковременные отключения электричества, которые службы быстро восстановили. Колумбия расположена в сейсмически активной зоне, известной как Тихоокеанский огненный пояс, где регулярно происходят землетрясения. Колумбийская геологическая служба и местные власти продолжают мониторинг ситуации. Ведется сбор данных о возможных афтершоках и оценка полученных повреждений. El semáforo se mueve, mira el semáforo se mueve. Párame ahí, para. Mi hermano tembló durísimo. ¿Fue el epicentro? 10 kilómetros hacia abajo. Epicentro fue para tu vuelo. Estamos en Santa Cecilia. Nosotros estábamos ahí, literalmente ahí. Ahí quedó un casco. Tocó salir a correr. Uy, pucha. Dios mío.
8 июня Москва и Московская область столкнулись с мощной грозой, сопровождавшейся сильным ливнем, шквальными порывами ветра, градом и даже угрозой торнадо. Непогода усилилась ближе к вечеру. Осадки были особенно интенсивными в центре Москвы, на юго-западе, юге, юго-востоке города, а также в Подмосковье, включая Раменское, Жуковский, Домодедово и Реутов. Порывы ветра достигали скорости до 25 метров в секунду. В области, в Наро-Фоминске и Апрелевке, выпал крупный град. Также в области удалось заснять формирование торнадо, однако о его последствиях информации нет. Во время непогоды отмечались мощные грозовые разряды, включая удар молнии в Останкинскую башню и в жилой дом в Люберцах. На Шелепихинской набережной и у станции метро Красносельская наблюдались подтопления. В некоторых районах вода заливала подземные переходы. В аэропорту Внуково из-за повреждения крыши произошел настоящий водопад в терминале А, около гейтов 15 и 16, что привело к задержкам и перенаправлению рейсов в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик. В некоторых районах наблюдались кратковременные отключения электричества, но они были быстро восстановлены. Дождь подтопил и станцию метро Комсомольская Сокольнической линии. Здесь дождевая вода скопилась на балконе, место протечки было огорожено. Метро при этом работало в обычном режиме. Чтобы вы понимали размер. Это вообще возможно? Вот такое вот. Угу. В воскресенье во второй половине дня Киев накрыл сильный ливень. Непогода сопровождалась шквальными порывами ветра, а также градом в некоторых районах. Ливень в столице был настолько сильный, что в некоторых районах не было видно соседние дома. Из-за сильных порывов ветра на территории города зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждения электросетей и частичное блокирование проезжей части. Погода изменилась буквально за минуты, застигнутые врасплох люди искали убежище в пешеходных переходах. Интенсивный дождь вызвал затопление улиц, затруднив передвижение пешеходов и транспорта, особенно в низинах и местах с плохой ливневой системой. На улице Стыценко близ Берковецкого кладбища из-за непогоды почти остановилось движение транспорта. В районе Святошина на проезжей части поднялся уровень воды.
Ёп. Жесть какая-то. Ух. Все показать. Посрывала троллейбусные эти штуки, видишь, троллейбусы не будут ходить больше. Кстати, вот, да. В Бахмальском районе Джизакской области Узбекистана со стороны гор на Махалю-Давлат обрушился селевой паводок. О его последствиях и пострадавших не сообщается. Седьмого июня река Пакая в департаменте Эскуинтла в Гватемале вышла из берегов, вызвав значительное наводнение в районе Популяр. Согласно сообщениям СМИ, в результате сильных дождей река прорвала свои берега и затопила район Популяр, который является густонаселенной частью города. Река Пакая берет начало в горных районах недалеко от активного вулкана Пакая и уязвима к разливам из-за географических особенностей региона. В результате наводнения улицы и дома оказались под водой. Несколько строений были разрушены мощными потоками, также сильно повреждены дороги. В срочном порядке власти организовали эвакуацию местных жителей из зон повышенного риска. На данный момент о погибших или пострадавших не сообщается, что может указывать на своевременные меры, предпринятые властями. Pues, esta madre. В результате прохождения сильных гроз и ветров в муниципалитете Сальвадор-Эскаланте в мексиканском штате Мичоакан сформировался торнадо, который обрушился на общину Апопеа недалеко от исторических руин Сан-Хуан-Вьеха. Торнадо сформировался около 16 часов в результате столкновения масс теплого влажного и холодного сухого воздуха, что создало нестабильность в атмосфере. Хотя точные метеорологические данные, такие как скорость ветра или продолжительность явления, отсутствуют, торнадо классифицируется как кратковременное, но высокоразрушительное событие. По данным местных властей, пострадали 44 дома, в основном с деревянными конструкциями и крышами из оцинкованного листа или асбеста. Некоторые из домов были полностью разрушены. Пострадали также авокадовые плантации, которые составляют основу экономики региона. Десятки поваленных деревьев заблокировали проезд, а также привели к обрыву линий электропередачи. ¿Y ahí está un señor? ¡Me mandó todo este chulo!
8 июня уезд Суйнин, расположенный в провинции Хунань, в центральном Китае, оказался в эпицентре сильных наводнений, вызванных интенсивными ливнями. Дожди сопровождались высоким уровнем осадков, что привело к переполнению местных рек и дренажных систем, а также к затоплению улиц и низменных районов. Пострадали десятки жилых и коммерческих зданий. Мощными потоками воды размыты дороги, в результате доступ в некоторые районы невозможен. Также нанесен ущерб сельскохозяйственному сектору, который занимает важное значение в экономике региона. – 8 июня в 12 часов 45 минут по местному времени самолет De Havilland Canada DHC-6 100 Twin Otter с регистрационным номером N166DH, используемый для парашютных прыжков, потерпел крушение вскоре после взлета из регионального аэропорта Талахома в округе Кофи в штате Теннесси. На борту находилось 20 человек, включая экипаж и парашютистов. Самолет, произведенный в 1967 году, является двухмоторным турбовинтовым самолетом, известным своими возможностями короткого взлета и посадки. Он часто используется для парашютных операций благодаря своей надежности и способности работать на неподготовленных аэродромах. В результате крушения самолета несколько человек получили ранения. 3 пассажиров с более серьезными травмами были эвакуированы в местные больницы на медицинских вертолетах. 1 человек доставлен на скорой помощи, остальные получили медицинскую помощь на месте. По данным представителя города Талахома, Лайла Рассела, погибших в результате аварии нет. Федеральное управление гражданской авиации и местные власти проводят расследование причин катастрофы. Вечером 8 июня около 18 часов в торговом центре Семеновский пассаж на востоке Москвы произошел пожар. По данным Главного управления МЧС России по Москве, возгорание произошло в вентилируемом фасаде двухэтажного административного здания, которое занимает торговый центр. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены более 50 пожарных и 15 единиц техники. Пожарные провели разведку и организовали эвакуацию, в результате которой из здания были выведены 30 человек. Некоторые посетители самостоятельно покинули торговый центр до прибытия спасателей. Открытое горение было ликвидировано к 18 часам 47 минутам, а к 18 часам 56 минутам пожар полностью потушили. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствует, причины возгорания устанавливаются. Невероятно добрая история произошла в зоопарке Гватемалы. Слон спас упавшую в бассейн газель, которая не могла выбраться самостоятельно, вытянув ее за рога. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.